Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о новых прогнозах от Сидика Афгана, что нам ждать, почему есть определенная дата, которая действительно имеет очень важное значение для нас всех. Обращаем ваше внимание, что недавно вышло интервью Сидика Афгана, которое стало настоящей сенсация, ведь в нем он озвучил дату, которая может стать началом глобальных потрясений. Этот прогноз, как и многие другие его предсказания, вызывает не только интерес, но и тревогу у миллионов людей. Что же ждет нас с вами в ближайшем будущем? Почему мир оказался на грани и каковы причины столь мрачных прогнозов? Давайте разберемся в этих вопросах и попробуем понять, насколько серьезны предупреждения Сидика Афгана. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на нас, у нас каждый день выходит очень много полезной, важной и нужной информации. Заходите также на сам канал и благодарим всех за донаты. Знаете, мир пророчеств всегда привлекал людей своей загадочностью и предсказуемостью одновременно. В наши дни, когда наука и технологии играют значительную роль в нашей жизни, поиск точных предсказаний будущих событий остается актуальным. Один из наиболее известных современных пророков, который использует науку для предсказаний, является Сидик Афган. Он заслужил прозвище пророк-математик благодаря своей уникальной методике, которая сочетает в себе математические вычисления и пророческое видение. Как вы знаете, Сидик Афган – это афганский ученый, доктор математических наук, чьи предсказания вызывают интерес и уважение по всему миру. Его настоящая фамилия не разглашается, что добавляет еще больше таинственности к его личности. Родившись и вырос в Афганистане, Сидик с ранних лет проявлял интерес к математике и к естественным наукам. Со временем он развил свою уникальную методику предсказаний, основанную на сложных математических расчетах. Прозвище «пророк-математик» Сидик получил благодаря своей способности предсказывать глобальные события с высокой точностью, используя исключительно математические методы. В отличие от традиционных прорицателей, которые полагаются на интуицию и сверхъестественные способности, Сидик Афган основывает свои предсказания на точных науках, что делает его подход уникальным и надежным. Математика – это язык Вселенной, и Сидик Афган использует этот язык для интерпретации будущих событий. Его методика включает сложные вычисления, основанные на числовых последовательностях, на астрономических данных и на исторических циклах. Он анализирует огромное количество данных, он выявляет закономерности и предсказывает будущие события с помощью математических формул. Одним из ключевых аспектов методики Афгана является использование числовых последовательностей и закономерностей. Например, он выявил, что определенные даты и события повторяются с определенной периодичностью. Эти циклы позволяют ему прогнозировать будущее с высокой степенью точности. Такой подход делает его предсказания научно обоснованными и более надежными по сравнению с традиционными методами именно прогнозирования. Методика Сидика Афгана уникальна тем, что она сочетает в себе строгие научные подходы и элементы интуитивного понимания. В отличие от многих традиционных пророков, Афган использует исключительно математические методы, что позволяет ему избегать субъективности и человеческих ошибок. Его предсказания основаны на данных, которые могут быть перепроверены и подтверждены, что делает их более надежными. Кроме того, Сидик Афган применяет междисциплинарный подход объединения знания из различных областей науки. Это позволяет ему видеть общую картину и учитывать все возможные факторы, которые влияют на будущее. Его прогнозы охватывают широкий спектр тем от политических и экономических событий до природных катастроф и социальных изменений.
Сидик Афган разработал свою уникальную методику, которая позволяет ему предсказывать глобальные конфликты, при этом с высокой точностью. Основой его подхода являются математические вычисления и анализ числовых последовательностей. Афган использует астрономические данные, исторические циклы и числовые закономерности, чтобы выявить паттерны, которые могут указывать на будущие события. И Афган изучает его методика включает несколько ключевых компонентов. Афган изучает исторические события, чтобы выявить циклы и закономерности, которые повторяются через определенные промежутки времени. Он анализирует числа и даты, чтобы обнаружить связь между ними и предсказать будущие события. Афган учитывает и положение планет и звезд, чтобы понять, как они могут влиять на те или иные события на Земле. И на основе собранных данных Афган использует сложные математические формулы для предсказания будущих событий. И вот именно такой вот подход, возможно, кто-то скажет, что это очень сложный подход, но все же он достаточно точный и позволяет ему делать точные предсказания, которые часто подтверждаются на практике. И следующий его прогноз касается даты начала нового глобального конфликта – 7 октября. И именно эта дата основана на тщательном анализе числовых закономерностей и исторических данных. Дата 7 октября занимает особое место в предсказаниях Сидика Афгана. Он утверждает, что именно в этот день и начнется Третья мировая. Это заявление основано на нескольких числовых и исторических совпадениях, которые Афган обнаружил в ходе своих исследований. Во-первых, Афган проанализировал множество исторических событий и обнаружил, что именно 7 октября является ключевой датой, когда происходили значительные изменения и конфликты. Он указывает на совпадение этой даты с важными событиями в прошлом, такими как начало войн и глобальных кризисов. Также он считает, что очень важно имеет в его формулах, в его теориях именно число 7. Когда он проводит сложные свои математические расчеты, он говорит о том, что именно дата 7 октября имеет для него особое значение, потому что именно эта дата 7 октября, она многократно подтверждена его анализом и всевозможными расчетами. Он уверен, что именно в этот день произойдет событие, которое изменит ход истории и приведет к глобальному конфликту. Сидик Афган считает, что 7 октября станет началом Третьей мировой, исходя из нескольких ключевых факторов. Его предсказания основаны на глубоком, как мы уже сказали, анализе числовых закономерностей и исторических данных, которые указывают на эту дату как на переломный момент. Во-первых, Афган утверждает, что 7 октября связано с многими значимыми датами и событиями, которые уже произошли или произойдут в ближайшем будущем. Например, он указывает на совпадение этой даты с годовщинами важных исторических событий, таких как начало конфликтов и глобальных кризисов. Это подтверждает его теорию о циклической природе истории и числовых закономерностей, которые повторяются с определенной периодичностью. Во-вторых, Афган использует свои математические расчеты для подтверждения предсказания. Он анализирует даты и числа, чтобы выявить скрытые связи между ними. Он проводит расчеты, которые показывают, как определенные даты и числа взаимосвязаны и указывают именно на 7 октября как на важную дату. В-третьих, Афган считает, что именно дата 7 октября станет началом Третьей мировой войны из-за напряженности в мировых отношениях и возрастающего конфликта между крупными державами. Он указывает на текущие геополитические напряженности и прогнозирует, что они могут перерасти в глобальный конфликт именно в этот день, 7 октября.
Сидик Афган, доктор математических наук, известен своими предсказаниями, основанными на сложных математических вычислениях и числовых последовательностях. Его методика включает в себя анализ исторических данных, которые помогают выявить циклы и закономерности, повторяющиеся через определенные промежутки времени. И именно дата 7 октября, как считает Афган, играет ключевую роль в его предсказаниях. История полна примеров, когда определенные даты и события повторяются, создавая тем самым ощущение дежавю. Сидик Афган использует этот феномен, чтобы предсказать будущее. Он анализирует прошлые конфликты, экономические кризисы и другие важные события, чтобы создать модель, которая позволит ему предсказывать будущее. Помните атаку на Крымский мост, и именно 17 июля 2023 года. И это была не случайность, и имеет тесную связь с другими значимыми датами в истории. Его предсказания также соотносятся с историческими событиями благодаря использованию астрономических данных и числовых последовательностей. Афган уверен, что события, происходящие в определенные даты, могут повторяться в будущем с высокой степенью вероятности. Это позволяет ему делать точные прогнозы о глобальных конфликтах и других значимых событиях. Ванга, болгарская ясновидящая, известна своими точными предсказаниями, которые продолжают сбываться даже после ее смерти. Ее пророчества охватывают широкий спектр тем, включая природные катастрофы, глобальные конфликты, политические изменения. Несмотря на разные подходы к предсказаниям, Ванга и Сидик Афган удивительно часто приходят к схожим выводам. Оба предсказателя указывают на значимость Ближнего Востока как ключевого региона, где могут начаться глобальные конфликты. Ванга предупреждала о множестве военных столкновений в разных уголках мира, особо выделяя Ближний Восток как возможное место начала Третьей мировой. Сидик Афган также подтверждает эту теорию, используя уже свои математические расчеты. Он утверждает, что именно 7 октября это станет дата начала Третьей мировой, и этот конфликт начнется именно на Ближнем Востоке. Кроме того, оба предсказателя говорили и о глобальных изменениях и катаклизмах, которые могут изменить мир. Ванга предсказывала природные катастрофы и изменения климата, а Сидик Афган использует свои математические модели для прогнозирования подобных событий. Их предсказания часто пересекаются и дополняют друг друга, создавая уже более полную картину возможного будущего. Ближний Восток всегда был регионом повышенной напряженности и конфликтов. Его стратегическое расположение, богатые природные ресурсы и сложная политическая обстановка делает его идеальной площадкой для глобальных противостояний. Сидик Афган и Ванга, каждый со своей уникальной методикой, выделяют этот регион как ключевой в своих предсказаниях. Во-первых, Ближний Восток обладает значительными запасами нефти и газа, что делает его центром экономических интересов многих мировых держав. Борьба за контроль над этими ресурсами часто приводит к военным конфликтам и к политическим кризисам. Во-вторых, регион является домом для многих этнических и религиозных групп, что создает почву для междоусобиц и противостояний. Ванга говорила о многочисленных военных столкновениях, которые начнутся именно на Ближнем Востоке. Сидик Афган подтверждает ее предсказания, утверждая, что именно здесь может начаться Третья мировая. Его математические расчеты указывают на значимость этого региона в глобальном контексте, подчеркивая, что события, происходящие здесь, могут иметь далеко идущие последствия для всего мира. Афган также подчеркивает, что текущие военные конфликты часто являются следствием экономических и политических интересов крупных держав. Поэтому борьба за контроль над природными ресурсами, стратегическими территориями и политическим влиянием приводит к дислокации напряженности и вооруженным столкновениям. Он утверждает, что понимание этих подоплек может помочь предсказать развитие событий и предотвратить будущие конфликты.
Как вы знаете, Украина занимает ключевое место в глобальной геополитической игре между Россией и США. Сидик Афган рассматривает эту страну как арену для борьбы за влияние между двумя крупнейшими мировыми державами. По его мнению, Украина оказалась в центре внимания из-за своего стратегического положения и политической нестабильности. Афган утверждает, что текущий конфликт в Украине является частью более широкой стратегии, направленной именно на ослабление России и укрепление позиций Запада. Он подчеркивает, что США и их союзники используют украинский кризис для достижения своих геополитических целей, включая контроль над энергетическими ресурсами и влияние на политическую ситуацию в регионе. В этом контексте Украина играет роль приманки, отвлекая внимание и ресурсы России. По мнению Афгана, Украина также является и важным элементом противостояния между Востоком и Западом. Этот конфликт имеет глубокие исторические корни и отражает борьбу за доминирование в Европе и в Евразии. Афган подчеркивает, что события в Украине могут иметь далеко идущие последствия для глобальной безопасности и стабильности, и их развитие следует внимательно отслеживать. Сидик Афган делает ряд прогнозов относительно будущего Украины и России, основываясь на своих, опять же, математических расчетах и анализе текущих событий. Он предсказывает, что конфликт в Украине продолжится и может привести к серьезным изменениям в политической карте региона. По мнению Афгана, Украина не останется без поддержки Запада, несмотря на то, что внимание мирового сообщества может в любой момент переключиться на другие регионы. Он считает, что США и их союзники продолжат оказывать помощь Украине, чтобы сохранить свое влияние в регионе и ослабить позиции России. Однако Афган предупреждает, что такая стратегия может привести к дальнейшей эскалации конфликта и усилению напряженности. Что касается России, Афган предсказывает, что страна сможет преодолеть текущие вызовы и сохранить свое геополитическое влияние. Он утверждает, что Россия обладает достаточными ресурсами и потенциалом для восстановления и укрепления своих позиций на международной арене. Афган также считает, что Россия сможет адаптироваться к новым условиям и найти способы для преодоления санкций и экономических трудностей. В долгосрочной перспективе Афган предсказывает возможное возрождение славянского единства, включающего Россию, Украину и Беларусь. Он считает, что эти страны могут найти общий язык и объединить усилия для достижения общих целей, что приведет к укреплению их позиций на мировой арене. По мнению Афгана, такое объединение может стать важным шагом на пути к стабильности и к процветанию региона. Другой известный медиум и предсказатель Майк Скаллион известен своими пророчествами, которые касаются глобальных катастроф, как экологического, так и техногенного характера. С момента обретения своих способностей в 1979 году он сделал ряд предсказаний, которые, по его словам, отражают будущее нашей планеты и человечества. И Майкл Скаллион предсказал ряд крупных, к сожалению, катастроф, которые могут изменить облик нашей планеты. И вот некоторые из них. Во-первых, извержение супервулкана Йеллоустоун. Скаллион предупреждал о возможном извержении этого супервулкана, которое может привести к глобальному апокалипсису. Извержение Йеллоустоуна способно выбросить в атмосферу огромное количество пепла и газа, что приведет к вулканической зиме и разрушительным уже последствиям для всего мира. Далее, сдвиг тектонических плит. По словам Скаллиона, изменение магнитных полюсов Земли вызовет активное движение тектонических плит, что приведет к сильным землетрясениям и извержениям вулканам. Эти катаклизмы могут затронуть, к сожалению, большие территории, вызвав разрушения и изменения в рельефе планеты.
Далее катастрофические наводнения. Скалион предсказывал глобальные наводнения, вызванные таяниями ледников и повышением уровня Мирового океана. Он предупреждал, что многие прибрежные регионы могут оказаться просто-навсего под водой, а это приведет к массовой миграции населения и разрушению инфраструктуры. В своих видениях Скалион видел башни смерти, которые могут рухнуть, вызвав утечки радиоактивных материалов. Он предсказывал техногенные катастрофы, подобные Чернобыльской, и аварии на Фукусиме, которые приведут к долгосрочному загрязнению окружающей среды и угрозам для здоровья населения. Многие из предсказаний Майкла Скалиона уже начали сбываться и показывают тревожные тенденции, подтверждающие его видение. В последние годы мы с вами уже стали свидетелями серии мощных извержений. Мы знаем о вулкане в Исландии, которое произошло извержение в 2010 году, которое уже привело к нарушению авиасообщения в Европе. Эти события подтверждают предсказания Скалиона о возможных вулканических катастрофах. Далее мощные землетрясения, такие как землетрясение в Японии в 2011 году, вызвавшее цунами, и аварию на Фукусима-1, которая демонстрирует реалистичность предсказаний Скалиона о сдвигах тектонических плит и их разрушительных последствиях. Катастрофические наводнения, наблюдаемые по всему миру, подтверждают предсказания Скалиона о глобальных климатических изменениях. Вспоминаем 2013 год, наводнения в Европе, 2017 год, в Южной Азии, 2020 год, Китай и Индия. И все это является тревожным сигналом о растущих климатических рисках. Чернобыльская катастрофа, которая произошла в 1986 году, и авария на Фукусиме в 2011 году стали яркими примерами техногенных катастроф, предсказанных Скалионом. Эти события подчеркивают важность строгого контроля за ядерными объектами и постоянным улучшением мер безопасности. Именно предсказания Майкла Скалиона могут служить важным напоминанием о необходимости подготовки к возможным катастрофам. И вот несколько мер предосторожности, которые можно предпринять. Во-первых, важно иметь план действий на случай землетрясений, наводнений и других природных катаклизмов. Необходимо знать маршруты эвакуации, запасы иметь воды, пищи и медикаментов, а также старайтесь поддерживать связь с местными службами спасения. Государствам и местным властям следует инвестировать в укрепление критической инфраструктуры, включая плотины, мосты, здания и транспортные сети. Это поможет минимизировать ущерб от возможных катастроф. Развитие систем мониторинга природных явлений и раннего предупреждения о катастрофах позволит заблаговременно реагировать на угрозы. Использование современных технологий, таких как спутниковый мониторинг и система оповещения, может значительно повысить безопасность населения. Очень важно снизить и негативное воздействие на окружающую среду, минимизируя выбросы вредных веществ и развивая те или иные практики. Борьба с изменением климата, защита экосистем и рациональное использование природных ресурсов помогут предотвратить глобальные экологические катастрофы. Ну и, конечно же, образование и информирование населения о рисках и мерах предосторожности могут значительно повысить готовность общества к возможным катастрофам. Также стоит проводить регулярные учения и кампании по повышению осведомленности, и это делать нужно для формирования культуры безопасности. Но мы с вами вернемся к нашим предсказаниям. Сиддик Афган и Майкл Скалион, как вы уже поняли, это два известных пророка нашего времени. И они оставили свои следы в истории благодаря точным предсказаниям будущих событий. И определенные пророчества уже сбылись, как предсказания влияют на восприятие реальности и будущего. И очень важно, чтобы вы критически оценивали пророчества. Давайте возьмем пророчество Сиддика
Афгана. Первое у него пророчество было предсказание конфликта на Ближнем Востоке. Афган предсказал начало новых конфликтов на Ближнем Востоке, что в конечном итоге привело к арабской весне, гражданским войнам и росту терроризма в этом регионе. Далее Сидик Афган предсказал атаку на Крымский мост. Афган предсказал эту атаку на мост 17 июля 2023 года. И что самое интересное, это стало реальностью. Хотя инцидент не имел такого масштаба, как предсказанные ядерные события. Но сам факт атаки подтверждает его пророчество. Также Афган предупреждал о росте напряженности между Россией и Западом, что в итоге вылилось в усиление санкционного давления и политических конфликтов. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Майкл Скаллион. Майкл Скаллион предсказывал извержение вулканов. Подобные извержения Йеллоустоун в 2010 году, которое привело к масштабным сбоям в авиасообщении и подтвердило его предсказания о вулканических катастрофах. Его предсказания о катастрофических наводнениях и ураганах, и все это сбылось. Например, ураган Эндрю в 1992 году и более недавнее наводнение в Китае и в Индии. Кроме того, Скаллион предсказывал и разрушительные землетрясения, такие как землетрясение в Японии в 2011 году, которое вызвало цунами и аварию на АЭС Фукусима-1. Как вы понимаете, предсказания, особенно те, которые связаны с глобальными изменениями и катастрофами, оказывают значительное влияние на наше восприятие будущего планеты. Они помогают привлечь внимание к проблемам, которые могут казаться далекими или маловероятными, побуждая общество к действиям. Например, предсказания о глобальном потеплении и изменениях климата поднимают осведомленность о необходимости снижения выбросов парниковых газов и защиты окружающей среды. Предсказания также, как вы знаете, все это влияет и на политику, и на экономику. Например, прогнозы о будущем энергетических ресурсов и возможных экологических катастроф могут стимулировать инвестиции в возобновляемые источники энергии и экологически чистые технологии. Пророчество о возможных техногенных катастрофах способствует улучшению стандартов безопасности и регулирования в различных отраслях промышленности. Конечно же, многие пророчества указывают на необходимость немедленных мер по снижению воздействия человеческой деятельности и на окружающую среду. Это включает в себя и сокращение выбросов парниковых газов, переход на возобновляемые источники энергии и сохранение природных систем. Пророчества предостерегают о возможных катастрофах, таких как наводнения, засухи, ураганы. Конечно же, это требует разработки и внедрения стратегий адаптации, включая создание систем раннего предупреждения, укрепление инфраструктуры и разработку планов эвакуации и спасения. Конечно же, глобальные проблемы, которые сейчас у нас происходят в нашем мире, они требуют глобальных решений. И именно пророчества от того же Сидика Афгана, Ванги и многих-многих других подчеркивают важность международного сотрудничества и коллективных усилий для борьбы с изменением климата и предотвращения, конечно же, катастроф. Конечно же, те или иные предсказания, пророчества, они акцентируют внимание на необходимости перехода к устойчивому развитию, которое учитывает не только экономические, но и экологические и социальные аспекты. Это включает в себя и рациональное использование ресурсов, уменьшение отходов и, конечно же, улучшение качества жизни для всех людей, а не для одних. Поэтому, друзья, используя эти все данные, мы с вами приходим к выводу, что мы с вами можем многое изменить сами. Да, есть предсказания и есть для нас определенные подсказки. И мы с вами, зная о том, к чему мы можем прийти в конечном итоге, сегодня мы с вами уже можем начинать это все менять. Как? Через свои действия, через свои слова, мысли, через свое окружение. Помните о том, что если каждый человек будет что-либо делать в сторону созидания нашей планеты, то в конечном итоге это, конечно же, приведет к положительным изменениям.
Ну, а если мы слушаем непонятно что, идем другой дорогой, не используем те знания, которые нам остались от наших предков, то это приводит, к сожалению, к плачевным событиям. И мы это сейчас уже видим. Когда люди не хотят слышать друг друга, когда они живут в каких-то в своих розовых мечтах, когда людям ничего не интересно, когда они верят какой-то бумажке. И да, сегодня у нас с вами искусственный интеллект имеет очень важное уже значение для нас, потому что он внедряется в нашу жизнь и живет вместе с нами. Но именно искусственный интеллект, он должен стать нашим помощником для созидания и для творения. Но на сегодняшний день разные силы по-разному используют те или иные блага, которые появляются у нас с вами. Поэтому давайте вместе с вами созидать, творить, выращивать растения, радоваться событиям, только именно хорошим событиям, любить друг друга, уважать, слушать, слышать. И вы знаете, тогда наша жизнь также будет меняться. Поменьше агрессии, злости. Очень часто можно услышать, как соседи не могут, а кто живет, например, в многоквартирном доме, они не готовы слышать друг друга. Хотя это социум, и нам нужно научиться слышать друг друга, уважать друг друга, находить точки соприкосновения. Да, это очень сложно, но по-другому в этом мире никак. Пока мы сами живем в социуме, хотим этого или нет, но мы соприкасаемся друг с другом. Мы проходим какие-то жизненные этапы, уроки и так далее. И поэтому ваша задача пройти это с высоко поднятой головой. А значит, вам нужно терпение, мудрости. И мы надеемся, что это видео вам поможет и откроет глаза. Теперь вы знаете определенные знания, которые вам нужны на ближайшее будущее. И мы надеемся, что именно эти знания вам помогут и привнесут что-то новое, важное, все то, что действительно поможет вам изменить вашу жизнь. Ни в коем случае не расстраивайтесь, если у вас что-то не получается, потому что помните о том, что всему свое время. Друзья, мы надеемся, что вот именно эти советы и именно эти рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно напишите свое комментарие, не будьте пассивными, будьте наоборот активными, отстаивайте свою точку зрения, пишите, что вы думаете. Это очень важно для каждого человека, потому что когда вы пишете свое мнение и вы высказываете его, вне зависимости, оно плохое или хорошее, но появляются люди, которые такие же к вам и притягиваются, и тоже высказывают свои мнения. И вы знаете, это все в совокупности очень хорошо работает. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.